Всем привет! С вами команда Актив. В этом видео мы обсудим предстоящие бычьи ралли биткоина, оценим перспективы роста цены, а с помощью нашей модели температура цены биткоина увидим, на каком уровне можно ожидать финала бычьего ралли. Все, что вам нужно знать про прогноз финала бычьего ралли, вы узнаете из этого видео. Модель температура цены биткоина позволяет анализировать изменения цены биткоина на основе ее скользящей средней за 4 года и стандартного отклонения. Давайте разберемся, что мы видим на этом графике, поймем, как правильно трактовать эту модель и как корректно сделать выводы на ее основе. Во-первых, на графике показана средняя цена закрытия биткоина по дням за последние 10 лет, 3660 дней, ярко-зеленая линия на графике. Далее, для каждого дня рассчитывается 4-летняя скользящая средняя, которая показывает среднюю цену за последние 4 года, 1459 дней. На графике это желтая линия. Для этой модели мы специально отобрали 4-летнюю скользящую среднюю, так как она соответствует циклам халвинга, о которых мы рассказывали в предыдущем видео. Ссылка на обзор будет наверху экрана и в конце этого видео. Также на графике рассчитываются 3 дополнительных показателя, представляющих собой скользящую среднюю, увеличенную на 2, 6 и 8 стандартных отклонений. Эти показатели помогают визуально оценить, насколько текущая цена отклонилась от средней. Последний и главный график фиолетового цвета температура цены биткоина вычисляется как разность между текущей ценой и 4-летней скользящей средней, деленной на 4-летнее стандартное отклонение. Эта модель показывает температуру цены биткоина, насколько она горячее или холоднее средней цены за последний 4-летний цикл. Визуализация этих данных помогает инвесторам и аналитикам определить перегретое и переохлажденное состояние рынка биткоина, а также оценить потенциальные тренды 4-летних циклов. Давайте рассмотрим пример. Если значение температуры цены биткоина высокое, это может указывать на перегрев рынка. Возможно, цена слишком быстро выросла по сравнению с исторической нормой, а низкое значение может сигнализировать о переохлаждении. Цена может быть занижена. Таким образом, этот индикатор может помочь инвесторам принимать более осознанные решения, основанные на исторических данных и статистическом анализе, а не только на интуиции, графических паттернах или спекулятивных предположениях. Давайте рассмотрим последний период, когда температура биткоина опускалась ниже нуля. Первый раз это произошло во время медвежьего рынка 2021-2022 года, после краха экосистемы Луна. Далее мы видим небольшое восстановление рынка и последующую более глубокую коррекцию, которая была усилена банкротством биржи FTX. После чего температура цены биткоина упала до рекордных минус 0,394 градусов. Теперь давайте оценим бычье ралли, которое совпало с последним халвингом, и сравним текущее состояние температуры биткоина с температурой, которая была в период 2016 года. Мы видим на графике, что при температуре 1,4 градусов цена по аналогии с текущими показателями находится перед 4-летней скользящей средней и 2 стандартными отклонениями. И в дальнейшем показывала рост, после чего произошла небольшая коррекция, после которой продолжилась бычье ралли. Далее мы видим, что пик бычьего цикла пришелся на уровень 8,8 градусов, а следующий бычий цикл закончился на уровне 6,94 градусов. Среднее значение температуры между двумя бычьими циклами будет 7,87 градусов. Это та температура, на которую мы будем опираться в текущем цикле. И в финале нашего обзора давайте рассмотрим цену, которая показывает 4-летняя скользящая средняя с 6 стандартными отклонениями в данный момент. Итак, прогноз финала бычьего ралли $120 тысяч за 1 биткоин и температурой 7,87 градусов. В прошлом обзоре, ссылка на видео вверху экрана, наша модель спрогнозировала цену финала бычьего ралли в $126 тысяч, что в целом соответствует нашим ожиданиям финала. Мы еще неоднократно будем возвращаться к инвестиционным моделям биткоина, так как они являются важными индикаторами состояния рынка первой криптовалюты. В следующих видео мы рассмотрим другие модели, с помощью которых вы сможете более точно определять фазы дна и пика цикла. Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram каналы, и для желающих попробовать нашу аналитическую платформу ссылка на регистрацию под этим видео. Увидимся в следующем видео.